Итак, друзья, Xiaomi Mi Box S второй ревизии получил обновление на Google TV 14. Ну как получил? Пока что бета-версия, но официально получит уже буквально через пару месяцев. Анонсирован выход июнь-июль, но скорее всего будет июнь, конец июня, начало июля. Но сам факт того, что он сколько продержался и сколько интересного туда привнесли, и автофреймрейт, и полный адаптивный HDR с Dolby Vision, и даже в некоторых вариантах HD-звук получить можно, но давайте обо всем по порядку. Короче, Xiaomi Mi Box S 2025 на Google TV 14 на канале Технозон. Поехали! Смотрите, вообще очень интересная тенденция. На начало 2025 года, да и вообще в 2025 году он стоит $44. И это получается, если он сейчас получил у нас Android, вернее Google TV 14, он уже выпускается много лет. То есть они сознательно пропустили Google TV 12, потому что там была проблема с автофреймрейтом нормально работающим. И 13 Google не выпускала Google TV, а не Android TV, и вышел сразу 14. Чтобы вы понимали, 15 еще рано, потому что они не соответствуют версиям смартфонным, чтобы вы понимали. Они соответствуют своим ТВ-шным версиям, и 14 это на текущий момент последняя версия, которую они выпустили. Слушайте, очень интересно, то есть 4420. Напомню характеристики. iMlogic S905X4K процессор с Dolby Vision HDR10+, Dolby Atmos через Dolby Digital+, и с DTS. Хотя они заявляют DTS HD Master Audio, его, к сожалению, мы получить никак не можем, поэтому очень такой себе интересный вариант. 2 на 8 формула памяти. Не путайте, опять же, 2 гигабайта в случае с Google TV и Android TV. Это не то, что смартфон. Здесь нет мессенджеров, здесь нет каких-то моментов, я не знаю, Google сервисов, которые необходимы для смартфонов. Они не занимают столько места. И для воспроизведения контента, зачастую, особенно стримингового, вообще более чем достаточно. Более чем достаточно. Но они, видите, пишут DTS HD, его нет. Я сразу говорю, его нет. Wi-Fi. Wi-Fi поправили в Google TV 14. Он работает еще быстрее. Я был немножко удивлен. И поправили, конечно, я вам сейчас покажу прошивку. Поправили очень много чего, но давайте уже так. Ссылки в описании под видео. На оригинальный обзор тоже в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, если не хотите пропустить, когда он реально выйдет. Я вас обязательно оповещу о финальной версии. На текущий момент обновлять вам пока не советую обходными путями. Просто купили, радуйтесь жизни. Автофреймрейт работает даже на текущий момент через TV Quick Action, но автофреймрейт вообще полный завезли. Давайте переходить уже на сам TV-стик, на сам TV-бокс и смотреть. Итак, у нас есть с вами Google TV, все тот же, хорошо достаточно работающий. Конечно же, вот эти вот все каналы рекомендаций нерегулируемые. Тут уж, простите, Google TV постарались сами по себе Google, и они больше продают. Но так как я в принципе покупаю фильмы, ну вот видите, у меня тут из последних списка просмотров и Alien Romulus, и Borderlands я смотрел, и Free Guy, короче, то есть ничего так я заморочился по платному контенту, то очень интересно. Начнем с того, что на текущей прошивке у меня не сломано ни ключи DRM, ничего, он с моим, скажем так, серийным номером, все нормально. Netflix как был в Dolby Vision с Dolby Atmos, так он и остался. Вы сейчас видите вставочку, да, то там, где вот есть Dolby Vision, Dolby Atmos, то есть он определяет при подключении к Dolby Vision телевизору, все отлично. Netflix вообще без вопросов воспроизводится. То же самое с YouTube. YouTube вообще интересно мне так стало. YouTube HDR10+ поддерживает. И тут еще не весь момент. Дело в том, что меня постоянно спрашивают, а что же там с воспроизведением X2? Я вам скажу. В оригинальном вот этом вот клиенте с X2 все отлично. При этом он поддерживает и HLG. Смотрите, вот на этом ролике я включаю HLG ролик. На вставке вы видите, что сейчас включается на моем телевизоре HLG, все нормально, это гибрид лог гамма, это аналог HDR и, допустим, ну там VP9, и, допустим, вот, пожалуйста, я включаю Дикую реку, он работает и в HDR10, и с AV1 кодеком, тоже на вставках мы вам это все показываем, потому что мы это вживую писали. Также мы там писали на телеке в 4К, как он, допустим, скорость у нас даст воспроизведение. Давайте посмотрим статистику для сисадминов, давайте скорость поставим где-то 1,5.
У нас обязательно будут дропы, само собой говорю, там сразу качество оно сбрасывает на минимальное, но даже в 4К дропы, знаете почему при ускорении воспроизведения появляются дропы? Потому что он вынужден сбрасывать кадры для того, чтобы ускорить. Допустим, при 1.5 он спокойно будет воспроизводить. Вот, пожалуйста, скорость 1.5, он пошел воспроизводить быстрее, да, на 1.5, но качество будет падать, чтобы вы понимали. Что-то тягает, я вам не скажу, что это самая мощная приставка для ускорения YouTube, но сам факт того, что там 1.25, смотрите спокойно. По настройкам. В настройках у нас появились новые опции, конечно же, смотрите, идем в настройки. Особенно в экран и звук, цик работает. Сейчас у меня выставлено 1080p 50 Гц, потому что мы там подключали, проверяли в одном месте. Давайте переключим на 5994. У нас он поддерживает 4К до 480p, но сейчас 720 он показывает, потому что мой рекордер пишет минимально в 720. Но смотрите, в чем фишка. Он мультигерцовый, то есть он поддерживает и дробные частоты, и целые частоты. То есть, например, 2398 это 23976 и 24 кадра. Все зависит от контента. То есть он поддерживает абсолютно все разрешения. AI-SR сразу говорю, он, знаете, что это такое? Это фишка искусственного интеллекта, которую, в принципе, сформировали на процессорах Realtek на текущий момент и на SK1. Возможно, реализуют. Говорят, что сделают на 905X2, он здесь включается, но он не работает, он будет выключаться в любом случае. И говорят, что он работает на модуле искусственного интеллекта в 905X2, но дело в том, что в X5, господи, запутался. Но дело в том, что в 905X4 тоже есть модуль искусственного интеллекта. Не знаю, в чем разница их конкретно, именно этих модулей, но мне интересно другое. В 905X4, хотя и есть, было заявлено производителям о том, что у них там есть базовые функции, как улучшение изображения, голосового управления, но в 905X5 встроили NPU, то есть это Neural Processor Unit, который позволяет реализовать тот же самый AI-SR. Ждем там 4 тераопса, производительность для улучшения, для суперсэмплинга вполне достаточно. Поэтому его, скорее всего, уберут. Динамический диапазон, смотрите, у нас IFR, то есть автофреймрейт, работает, и вот вы сейчас видите вставочку из Vimeo Media Player. Пожалуйста, мы включаем файлик, он переключает на 24 кадра, возвращается на 60, и там же в этой же вставочке у нас мы переходим и смотрим тоже Vimeo Media Player, видит абсолютно все частоты для, скажем так, отображение. Динамический диапазон. Здесь у нас сейчас не отображается, потому что не подключен Dolby Vision телевизор, но сейчас можно выставить матч-контент, то есть без всяких вопросов будет работать полный динамический диапазон с автоматическим переключением. То есть SDR будет, в HDR, в Dolby Vision, то есть все отлично работает. В расширенных настройках звука появилась сквозная передача, либо авто. При сквозной передаче есть вариант в коде получить HD звук. Давайте перейдем в коде, я вам покажу. Дело в том, что там есть разные варианты воспроизведения. То есть, когда мы идем в коде, я не говорю, что вы получите на всех. Кстати, почему опять первичный запуск? Я уже запускал его. Такое себе. Ну ладно, неважно. Смотрите, когда мы идем в коде и настраиваем, допустим, в системе, в разделе «Эксперт» и идем в аудио, у нас есть два варианта воспроизведения, то есть два варианта pass-through девайса, то есть сквозного проброса. Если аудиотрек IEC, то вы там получите только Dolby Digital Plus, пожалуйста, вы сейчас видите. Вы получите там DTS и больше ничего. То есть вы получите Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, а в аудиотрек RAW вы получите в пробросе еще Dolby True HD, DTS простой без DTS HD и Dolby Digital Plus. Плюс Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Вот таким вот образом. То есть спокойно он это отыгрывает. Если говорить, допустим, про поддержку Dolby Vision, то, пожалуйста, он спокойненько воспроизводит. Давайте мы начнем с HDR10+. Это кстати, у нас с HDR10. То есть мы включаем обыкновенный HDR-ролик. Он у нас на вставке сейчас тоже. Мы на простом телевизоре снимали. HDR10 включает. И если мы с вами идем, допустим, к Dolby Vision контенту,
то он спокойно воспроизводит 5-й профиль и 8-й профиль, декодирует и при этом переключает, все отлично. То есть если мы сейчас включим 8-й профиль, пожалуйста, у нас тоже Dolby Vision, вы видите, все включается. С этим вообще вопросов нет. То есть тут ничего не поломали. Что еще в настроечках мы можем с вами увидеть нового в Android, вернее в Google TV 14, ну в экран и звук вы поняли. Сети практически ничего не поменялось, кроме того, что немножечко у меня работает быстрее. Когда я делал первичный обзор, у него была скорость примерно 200-210 мегабит на загрузку и на выгрузку. На текущий момент на Google TV 14 я получаю больше в результат. Смотрите, сейчас загрузится, сейчас загрузим мой тестовый сервер. Давайте включаем его и стартуем на тест. Кстати, это браузер, в браузере все работает. Давайте стартуем. И здесь я вам скажу, я получаю там до 270 мегабит в пике. Ну, там даже 280 было. То есть Wi-Fi для меня 5 ГГц улучшен. Не знаю каким способом, но факт есть налицо. То есть спокойно это работает. Давайте подождем еще на выгрузку. На выгрузку будет чуть ниже, где-то приблизительно 200 мегабит в пике. Давайте, полезла. 150, ну 180 даже больше пошло. 222, 230. По Wi-Fi вопросов нет. 2.4 меня вообще не волнует. Xiaomi никогда не умел делать 2.4 ГГц Wi-Fi. Никогда. Так, что же у нас еще в настроечках есть? По системе. По системе у нас появился вот такой вот прикольный пункт питания и энергосбережения. То есть низкое потребление, оптимальное потребление и повышенное потребление. Объясняю. В повышенном потреблении это все сервисы убираются энергопотребление. Это, кстати, классное энергосбережение. Это классная вещь, потому что по сути бывало такое, что что-то засыпает, что-то не засыпает, с чем-то что-то у кого-то отваливалось, в повышенном энергопотреблении отключены все сервисы. Оптимальное и низкое тоже есть, режим ожидания. И плюс есть таймер отключения устройства. Больше ничего здесь не поменялось. Можем об устройстве пойти посмотреть. Смотрите, это у нас версия Android TV 14, ну это Google TV с Netflix ESN, сборка Android TV 14. То есть на текущий момент система у меня обновлена в бета-версии пока что. Я не скажу, что это финальная, но то, что 14 Google TV будет к лету ближе, либо летом, скорее всего, это факт. Можно брать, мы рекомендуем. С Matrix ничего не сделали, он работает, все нормально и тягает. Ну, если брать 265 кодек, то вы там больших и не увидите суперовых, но я бы не рекомендовал здесь больше 50 гигов чего-то проигрывать. Но, в принципе, это все отлично работает. Как и любой стриминговый сервис, который я, допустим, здесь пытался отыгрывать, например, тот же самый Nexon. Пожалуйста, зашел, допустим, там то же самое ТВ онлайн, включаем любой из телеканалов, можем попереключать, это все будет работать отлично. То есть у меня как бы вопросов по воспроизведению каких-то там каналов, стриминговых сервисов особо не возникает. При том, что USB единственное, при обновлении у меня была включена отладка, и сначала не работал USB, пришлось выключить в настройках разработчика. Но это все мелочи жизни. То есть вам советую ждать финальные версии. Очень мне понравилось. Mi Box, Xiaomi умеет удивлять. Mi Box работает, актуален в 2025 году, обновление будет, AFR будет, автоматичка по HDR будет, улучшили Wi-Fi. Короче, мои рекомендации. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.